После того, как мы задали статусы зубов, переходим к режиму выделения зубов. А, По умолчанию выделение зубов проводится автоматически, если нас зажата вот галочка поставлена автоматически. Для этого она будет активна, если есть подключение к интернету. Итак, сейчас покажем, как это делается в ручном режиме. Нажимаем кнопку выделения зубов. Происходит некая еще дополнительная обработка скана. Это необходимо для того, чтобы сетка стала более регулярной и шейки определялись более точно и была облегчена последующая обработка этой сетки различными операциями трансформации сетки и сегментирования ее. Мы немножко ждем, пока эта обработка будет закончена. После этого скан переворачивается тыльной стороной. И наша задача сейчас поставить мезиодистальные точки на каждом зубе, которые задают направление, по которому ориентируется манипулятор в последующем. Точки, как мы видим, не нужно ставить прямо в непосредственной близости от проксимальных поверхностей зубов. Достаточно лишь задать направление мезиодистальное, ну и чтобы расстояние между точками было бы какое-то более-менее сопоставимое с размером зуба. При этом, когда мы ставим эти точки, обращаю внимание ваше на то, что мы поворачиваем всегда модель таким образом, чтобы длинная ось зуба, на котором ставятся точки, была направлена по взгляду оператора. Таким образом, задается еще и направление корней зубов. Поставили все точки, нажали кнопку «Ввод». Программа согласует количество выделяемых зубов с данными таблички статусов зубов. Если это будет не совпадать, программа будет ругаться. Ну и вот сейчас шейки построены. И напоминаю, что это делается в ручном режиме, поэтому величина расхождений от границ шеек, она в таком режиме несколько больше, чем при автоматическом режиме. Мы проходим по каждому зубу и анализируем качество точность построенной вот этой кривой. Если нам что-то не нравится, переходим вот на режим коррекции. Режимов коррекции кривой может быть несколько. Тот, который вы видите, это режим кистью. Мы просто проводим со стороны десны по кривой и тем самым ее корректируем. Есть режим сдвигом. В этом случае мы наводим на кривую, зажимаем ее, появляется вот такая граница, область выделения, область действия на кривую, и мы, зажимая левую кнопку мыши, двигаем эту кривую в нужном нам направлении, соответственно, таким образом проведя ее коррекцию. Вот. И таким образом проходим от одного зуба к другому, делая такие необходимые правки. Вот. Разводим межзубные промежутки в случае, если вот они существуют. И вот таким зуб за зубом делаем такие коррекции. Если эм, два этих перечисленных способа не помогает, то мы можем перейти на режим ручной коррекции. Для этого мы ставим точку, соответствующую правильному положению шейки на шейке кривой, и доводим до другой точки, которая соответствует правильному положению. Нажимаем «Ввод», и тем самым кривая корректируется. И вот таким образом мы можем проходить по разным участкам. По завершению программа сразу автоматически переводит на режим коррекции кисть, снова кривой, и вот мы проводим дальше коррекции опять, доходя до того момента, пока нам не потребуется какой-нибудь режим другой, более там, агрессивной коррекции положения кривой. Вот. Сделав вот такие коррекции, мы убеждаемся в том, что зубы наши выделены достаточно хорошо. Ну вот еще несколько дополнительных штрихов, и мы сможем перейти непосредственно к самому выделению. Вот. Нажимаем кнопку «Выделить зубы». Да, можно удалить кривую вовсе и прорисовать ее заново.
Есть такая кнопка Ctrl-Shift, которая устраняет автоматический разворот модели. Итак, нажимаем «Выделить зубы» и начинается сегментация зубов от десны. После сегментации еще раз оцениваем качество выделенного зуба, выделение зубов. Идем далее. Здесь указаны статусы зубов. Нам подсвечивается тот вот зуб, который мы в статусах определили как искусственная коронка. Если есть какая-то ошибка, мы тогда на этом этапе можем еще дополнительно скорректировать или задать межзубные промежутки. Нажимаем «Далее» и начинается постобработка наших сканов с заделкой дырок, обработкой границ выделенных зубов и так далее, с тем, чтобы подготовить этот скан нужным образом для дальнейшей обработки при построении виртуального двойника пациента.